Сегодня поговорим о том, как сохранить мозг молодым и здоровым. Согласны? Итак, основное сырье для клеток головного мозга и основной компонент всей этой структуры — это докозадексаеновая кислота, или DHA. Это одна из омега-3 жирных кислот. Большое ее количество содержится в рыбе, моллюсках, рыбьем жире, в семге. Для того, чтобы получать DHA и обеспечивать мозг тем, что необходимо для поддержания его структуры, нужно есть рыбу. Это очень важно для растущего организма ребенка, но еще более важно для беременной женщины. Головной мозг предпочитает работать на кетонах, а не на глюкозе. Глюкоза мозгу тоже нужна, но не зацикливайтесь на этом. Организм сам может вырабатывать глюкозу как из кетонов, так и жира и белка. Для питания мозга глюкозу вовсе не обязательно есть. Мозг предпочитает кетоны. Если у вас в крови есть и кетоны, и глюкоза, головной мозг всегда сначала выберет кетоны. При диабете, преддиабете или инсулинорезистентности процесс перехода на кето-диету занимает больше времени. И тогда можно добавить масло MCT, чтобы, так сказать, подкрепить кетоны. То есть подпитать мозг большим количеством кетонов. Мозг будет доволен, а у вас будет больше энергии. Поговорим о том, что может навредить вашему мозгу. Первое — это лишить мозг магния. При бессимптомной магниевой недостаточности, возможно, вы едите мало овощей и продуктов, богатых магнием. Энергия, которую вырабатывают в нейронах митохондрии, то есть энергостанции клеток, будет истощена, и в результате понизится количество и плотность синапсов. Поэтому магний исключительно важен. Есть вид магния, который более полезен для головного мозга, чем другие. Магний L-трионат. Он может проникать между кровеносной и центральной нервной системой. Он восстанавливает синапсы и увеличивает их плотность. И тем самым хорошо влияет на память, когнитивные функции, способность к обучению, а также продлевает сон. И не забывайте включать в рацион зелень. И я говорю не о фисташковом мороженом или зеленом лимонном желе, а об овощах. Итак, едем дальше. Слишком большое количество железа, как микроэлемента, оказывает отравляющее воздействие на головной мозг, печень и сердце. Железо имеет коррозийные свойства, окисляет мозг. Если у вас избыток железа, то вам не мешает провериться. ЭДТА. Этилендиамин тетрауксусная кислота — это хелат, помогающий вывести излишки железа. Главное, не пополнять его снова, принимая пищевые добавки с железом. Ниже будет ссылка на мой ролик о железе с очень важными подробностями. Посмотрите его. Далее, следующий момент — атрофия мозга. При диабете, преддиабете или инсулинорезистентности со временем происходит атрофия головного мозга. Он уменьшается в размере, и это приводит к нарушению когнитивных функций. Чтобы замедлить или обратить этот процесс, следует находиться в кетозе. Как это сделать? Забыть об углеводах и соблюдать интервальное голодание. Все просто. Есть отделы мозга, способные создавать новые нейроны. Слава богу, отделы мозга, связанные с памятью, способны к регенерации. Лучше всего помогает создавать клетки головного мозга интервальное голодание. А еще этому способствует регулярная физическая нагрузка. Все это также приводит к повышению нейротрофического фактора мозга. Это как бы удобрение для нейронов в вашем мозге. Интервальное голодание и физическая нагрузка — одни из главных стимулов. Далее, цинк очень важен для профилактики амилоидных бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера. Это что-то вроде белка, который скапливается вот тут, в синапсах, и нарушает связь между клетками мозга, из-за чего развивается слабоумие. Цинк играет огромную роль в профилактике этого. Избавиться от амилоидных бляшек также поможет интервальное голодание и периодическое длительное голодание. Сотовые телефоны очень-очень опасны для вашего мозга. Особенно, если вы держите его вот так.
Держа так, вы подвергаетесь действию ЭМП. Если вы еще не видели мой ролик об этом, обязательно посмотрите. Это не какой-то бзик и не миф, это правда. Ссылка будет в описании. Не прижимайте телефон к голове, когда разговариваете. Держите на расстоянии или включите громкую связь. И уж точно не используйте Bluetooth. Об этом тоже есть в том ролике. Электромагнитному излучению можно противостоять, например, принимая ниацин по 50 мг в день. Очень полезно интервальное голодание. Далее, растительные масла вызывают сильное окисление. Их воздействие на организм сопоставимо с воздействием глюкозы и железа, так что следует исключить из рациона кукурузное, рапсовое, хлопковое и соевое масла. Вместо этого перейдите на оливковое масло. Теперь рассмотрим гипоксию. Это нехватка кислорода в некоторых отделах мозга. Причин этому может быть много. Например, случившаяся ранее травма головы, например, инсульт, микроинсульт, или родители уронили вас в детстве на голову, или у вас апноэ, и поступление кислорода в мозг нарушается. Что можно сделать? Первое. Аэробная нагрузка. Выходить на воздух, гулять, кататься на велосипеде, бегать. Регулярно, каждый день. Это увеличит приток кислорода в мозг. В последнее время весьма популярной стала гипербарическая оксигенация. Ссылка будет ниже. Польза, которую может принести эта терапия, подтверждена серьезными исследованиями. Она очень эффективна. И вам определенно стоит изучить этот вопрос, особенно если хотите справиться с гипоксией. Процесс таков. Вас закрывают в камере и подают почти 100% кислород. В обычном воздухе кислорода лишь около 21%. В гипербарической камере его увеличивают почти до 100%. Нагнетаемое давление способствует попаданию кислорода в легкие, в клетки крови, во все ткани организма и в клетки мозга. И если есть поврежденные участки, отделы, страдающие от гипоксии или ишемии, то есть нехватки кислорода, то терапия поможет наполнить ткани кислородом и исцелить их. Областей применения очень много, но для мозга она очень полезна. Далее, кетоны. Если ваше топливо кетоны, это поможет повысить уровень О2 и снизить уровень СО2. Есть еще одно заболевание, которое, на мой взгляд, есть у многих, но проходит бессимптомно. Это синдром Верники-Корсакова. Иными словами, дефицит витамина В1. И это сильно сказывается на вашей памяти, особенно на способности создавать новые воспоминания. Со временем это повлияет на походку, приведет к апатии, повлияет на зрение и спровоцирует апноэ. Простой витамин В1. Дефицит В1 есть у многих, но они об этом даже не знают. От чего дефицит? Это связано с работой митохондрий, энергостанций клеток, при повышенном уровне глюкозы. Если вы употребляете глюкозу, простые углеводы и сахар, вы очень быстро исчерпаете запасы В1 и создадите дефицит. Так что глюкоза, высокофруктозный кукурузный сироп, алкоголь, белый рис сожгут запасы витамина В1, и у вас начнет развиваться все это. Дефицит витамина В1 может привести и к другим проблемам. Под видео есть ссылка на мой доклад о витамине В1 на саммите в 2018 году. Если вы его еще не видели, то посмотрите, это очень хорошая презентация. Дальше. Дефицит йода в организме может сказаться на вашем IQ. Чтобы избежать этого, не забывайте про йод. Дефицит селена может привести к отравлению ртутью, потому что избыток ртути в мозге связывает имеющийся селен, и в итоге нарушается антиоксидантная защита. Например, сбивается уровень глутатиона, а при его дефиците вы уже не можете противостоять свободным радикалам и окислению. Так что селен очень-очень важен. Витамин D. Почти все страдают от его дефицита. При нехватке витамина D вы более подвержены воспалительным процессам, и в мозге в том числе. Вы также будете плохо спать, и витамин D поможет это исправить. Итак, как можно свести все эти данные к 5 пунктам? А вот как. Морепродукты. Из них вы получите цинк, медь, йод, селен и DHA. Если добавите к этому еще и рыбу, жирную рыбу, палтус, семгу, рыбий жир, вы тоже получите необходимую дозу DHA. Солнце. Чаще бывайте на солнце, чтобы получать витамин D. Получить витамин D из еды практически невозможно.
только от солнца или в добавках. Зелень, темно-зеленые листовые овощи. Они богаты фолатами, магнием, калием. Кето-диета — это само собой. И интервальное голодание — очень важно. И регулярные физические упражнения. Вот мы и подвели итог. Спасибо за просмотр. Спасибо.